В безграничном пространстве африканской саванны, где небо кажется бесконечным, а солнце ярким, раскинулся удивительный мир, мир вечной борьбы и гармонии, бесконечной жизни и неизбежной смерти. Здесь, где золотистые травяные ковры колышутся под ритм ветров, несущих терпкие ароматы полыни и акации, раскинул свои владения национальный парк Серенгети, величественный природный заповедник, священное пристанище для бесчисленного множества живых существ. Это целая вселенная под открытым небом, где рождаются, живут и угасают целые экосистемы, где каждый обитатель от мельчайшей букашки, тонущей в стеблях трав, до исполинского слона, сотрясающего землю своими шагами, играет свою незаменимую роль в грандиозном спектакле природы. Все здесь подчинено древним, неумолимым законам равновесия, где жизнь и смерть находятся в вечном танце. Человек по имени Джейкоб, рейнджер, посвятивший свою жизнь защите этого хрупкого, но невероятно важного мира. Для него Серенгети не просто работа, а смысл существования, любовь длиною в жизнь. Каждый его день — это бесконечные патрулирования по пыльным тропам, борьба с коварными браконьерами, спасение раненых и ослабленных животных. Его руки помнят вес спасенного детеныша антилопы и тяжесть ружья, отбивающегося от посягательств на вверенный ему мир. Он изучил повадки и привычки всех обитателей парка, знает, где семейство слонов предпочитает принимать грязевые ванны, в каких зарослях прячутся от зноя осторожные зебры, по каким тропам ходят на водопой величественные буйволы. Джейкоб стал не просто рейнджером, он превратился в неотъемлемую часть этого мира, его живого сердцебиения и бдительного ока. Тот день начался как обычное утро, первые лучи солнца, пробиваясь сквозь утреннюю дымку, заливали саванну жидким золотом, а воздух был свеж и напоен прохладой. Джейкоб, как всегда, отправился в путь, его внимательные глаза скользили по знакомым пейзажам, читая следы на земле, как открытую книгу. Но спокойствие дня было обманчивым. На самой окраине парка, там, где дикая природа встречается с человеческим жильем у деревушки Мбили, его взгляд зацепился за нечто, нарушавшее привычную гармонию. В зарослях колючего кустарника, в нескольких метрах от тропы, лежало большое, неподвижное тело, покрытое слоем пыли и увядшими листьями. Сначала Джейкоб подумал, что это очередная жертва браконьеров или болезней, печальная, но, увы, обычная картина. Однако внутренний голос, голос опыта и интуиции, заставил его замедлить шаг и приглядеться внимательнее. И тогда он увидел едва заметное движение, слабый, почти призрачный спазм, пробежавший по спине животного. Сердце рейнджера заколотилось в тревожном ритме. Он стал осторожно приближаться, затаив дыхание, и вот из-под слоя грязи и колючек на него устремился взгляд. Блеклые, потускневшие желтые глаза, полные бездонной муки и безмолвной мольбы, встретились с его глазами. Это был лев. Но то, что увидел Джейкоб, было жалким подобием могущественного владыки саванны. Тело, некогда мощное и гибкое, было истощено до крайней степени, кожа, покрытая струпьями и язвами, обтягивала выпирающие кости скелета. Великолепная грива, символ мощи и гордости, превратилась в жалкие куски грязи, беспомощно свисающие с впалых щек. Лапы, способные одним ударом сокрушить позвоночник буйвола, теперь дрожали, с трудом удерживая тело на земле. Дыхание было хриплым, прерывистым, каждый вдох давался зверю с неимоверным усилием, словно его легкие были наполнены раскаленным песком. Это зрелище было не просто сценой страданий, а оно было воплощением трагедии, жестоким напоминанием о хрупкости любой жизни, даже самой сильной. Но в этой агонии была и титаническая борьба. Жизнь еще теплилась в этом измученном теле,
отчаянно цепляясь за последние нити существования. И в эту минуту сердце Джейкоба сжалось не только от сострадания. В нем вспыхнуло ясное, жгучее чувство долга. Он узнал в этом умирающем страдальце Нкуру одного из старых повелителей этих земель, чей рык когда-то заставлял трепетать всю округу. Рейнджер понял, что стал свидетелем не конца, а критического момента, когда судьба животного висит на волоске, и именно от его действий теперь зависит все. Мысль о запасе провизии в его автомобиле, который он всегда возил для чрезвычайных ситуаций, пронзила его словно удар молнии. Этот кусок мяса, обычный и непримечательный, в данных обстоятельствах превращался в единственную нить, способную связать Нкуру с жизнью, в последний шанс вернуть царя саванны из бездны небытия. С затаенным дыханием, боясь малейшим шорохом спугнуть угасающую жизнь, Джейкоб извлек из запасов специально припасенный кусок говядины и с величайшей осторожностью поместил его на землю в нескольких шагах от льва. Его взгляд не отрывался от животного, фиксируя малейшую реакцию. Сердце рейнджера учащенно билось в груди, ведь он понимал, в эти секунды решается судьба некогда могущественного владыки саванны. Приблизившись, он смог разглядеть чудовищные подробности состояния зверя. Тело льва было буквально усыпано полчищами паразитов, гигантских клещей, каких Джейкоб не видел никогда прежде. Эти кровососущие твари, впившиеся в кожу, напоминали отвратительных серых жуков, раздувшихся до размеров человеческого ногтя. В местах их скопления кожа была воспалена и покрыта язвами, но настоящий ужас таился глубже. В боку зверя зияла глубокая, ужасающая рана, а внутри, в гнойной плоти, копошились белые, червеобразные личинки вольфартовых мух, одних из самых опасных паразитов саванны. Отложенные в открытую рану яйца превратились в созданий, пожирающих плоть заживо. Некоторые личинки достигали 1,5 сантиметров, их мерзкие тела извивались в глубине раны, причиняя невыносимые страдания и неумолимо разрушая ткани. Зрелище напоминало сцену из фильма ужасов. Величественного хищника медленно пожирали изнутри, и его жизнь висела на волоске. В сердце Джейкоба зажглась стальная решимость. Он не мог позволить этому животному умереть такой мучительной смертью. Он должен был сделать все возможное для его спасения. Рейнджер оперативно связался с ветеринарной службой парка, детально описав критическое состояние льва, ужасающие раны и полчища паразитов. Вскоре на место прибыл мобильный отряд ветеринаров, группа профессионалов, экипированных для любых чрезвычайных ситуаций. Пока врачи начинали работу, Джейкоб оставался рядом, его сердце наполнялось не только тревогой, но и растущей надеждой и верой в силу человеческой доброты и решимости. Первым делом ветеринары усыпили льва с помощью транквилизирующего дротика для безопасного осмотра и лечения. Животное, позже получившее имя Нкуру, находилось в крайне тяжелом состоянии. Тщательное обследование выявило шокирующую причину его страданий. Глубоко в мышечных тканях засела крупнокалиберная пуля, очевидный след столкновения с браконьерами. Именно это ранение спровоцировало обширный воспалительный процесс и сильнейшую инфекцию, которая, ослабив зверя, позволила паразитам беспрепятственно размножаться, разрушая его тело и истощая последние силы. Ультразвуковое исследование подтвердило, пулю необходимо извлечь немедленно, чтобы спасти жизнь Нкуру. Началась сложнейшая полуторачасовая операция, каждая минута которой была наполнена напряжением. Хирурги аккуратно извлекли роковую пулю, одновременно борясь с кровотечением и очищая тело от паразитов. Когда пуля была наконец извлечена, Нкуру перевели в современный реабилитационный центр, где его окружили круглосуточной заботой специалисты. Начался долгий и трудный путь к выздоровлению. Первые дни были самыми тяжелыми.
лев был настолько истощен, что не мог даже подняться. Он лежал без движения, и казалось, что надежды уже нет. Но команда врачей и не думала сдаваться. Физиотерапевты, ветеринары и зоологи делали все возможное. Постепенное преображение Нкуру стало зримым свидетельством торжества жизни над смертью. С каждым новым рассветом в его осанке появлялось все больше прежней царственности, а в глубине янтарных глаз, еще недавно потухших от боли, зажигались все более яркие искры пробуждающейся воли к жизни. Но самым удивительным стало рождение тонкой, почти необъяснимой связи между человеком и диким зверем, невидимой нити доверия, сотканной из ежедневной заботы, терпеливого внимания и той особой молчаливой любви, что не требует слов. Нкуру начал безошибочно отличать шаги Джейкоба от шагов других смотрителей, его слух научился выделять знакомый тембр голоса из хаоса звуков заповедника. Каждое утро он встречал своего спасителя у самой решетки вольера, и в его приветственном рыке, тихом и глубоком, слышались не угроза, а нечто сродни радостному признанию. Для обоих, и для человека, и для льва, эти встречи знаменовали рождение новой, неведомой реальности, где жестокие законы дикой природы переплетались с милосердием человеческого сердца. Вопреки всем скептическим прогнозам и осторожным ожиданиям ветеринаров, выздоровление Нкуру шло стремительными темпами. 3 месяца интенсивной реабилитации превратили истощенное, покрытое шрамами животное в мощного, полного сил хищника. Настал день, когда стало ясно, лев готов к возвращению домой в бескрайние просторы саванны, где ему предстояло снова занять место законного властелина. Когда дверь клетки распахнулась, Нкуру вышел не стремительным броском, а медленно, словно осознавая всю значимость происходящего. Он сделал несколько шагов по родной земле, затем остановился и обернулся. Его взгляд, тяжелый и осмысленный, скользнул по лицам людей, стоявших у джипа, и в этой паузе, длившейся всего несколько секунд, заключена была целая вечность. Это был не просто взгляд, это было безмолвное послание, полное благодарности и глубокого уважения, говорившее яснее любых слов. «Вы не просто вылечили меня, вы вернули мне мое место в этом мире». Прошли годы, наполненные для Джейкоба рутиной патрулирований и новыми спасательными операциями. Но однажды, во время объезда дальних участков заповедника, его внимание привлекла знакомая картина. Под раскидистым зонтиком акации расположился на отдых большой львиный прайд. Сердце рейнджера учащенно забилось, когда он поднял бинокль. Да, это был он, тот самый Нкуру. Теперь это был зверь в полном расцвете сил. Густая, роскошная грива обрамляла гордую голову, а старое ранение на ухе лишь придавало его облику еще больше характера. Но самое главное, он был не один. Рядом, лениво растянувшись на солнце, лежали 2 великолепные львицы, а неподалеку, в пыли, возились 2 подросших львенка, живое воплощение продолжения его рода, будущие наследники и хранители этих земель. Заметив знакомый силуэт в джипе, Нкуру поднялся и, не спеша, с невозмутимым достоинством подошел ближе. Он остановился на небольшом расстоянии, и его взгляд, встретившись с взглядом Джейкоба, был спокоен, глубок. В этот момент один из львят, проявив свойственную молодость и игривость, подбежал к отцу и начал теребить его хвост. Нкуру лишь снисходительно повел ухом, не отводя взора от человека. Казалось, в этом жесте читалось все, и гордость за свое потомство, и осознание пройденного пути, и тихая благодарность. Так завершилась эта удивительная история, начавшаяся с акта милосердия и закончившаяся торжеством жизни. Она стала живым доказательством того, что даже в самом суровом мире природа оставляет место для сострадания, а одно доброе дело, подобно брошенному в воду камню,
порождает круги, расходящиеся далеко во времени и пространстве. И где-то там, в золотистых просторах саванны, под бескрайним африканским небом, Нкуру продолжает править своими владениями. Он учит своих детенышей читать следы на ветре, понимать язык трав и познавать мудрые законы силы. И в одном из них, том, что смелее и любопытнее других, уже угадывается будущий вожак, унаследовавший от отца не только властный взгляд, но и ту самую особую жизненную силу. Они растут свободными и сильными, не отягощенными шрамами прошлого, и в этом самая главная победа. Победа всех, кто продолжает верить, что доброта способна менять миры, а человеческая воля может творить чудеса, одно из которых навсегда останется жить в легендах Серенгети под именем Нкуру. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До новых встреч!